Хочу показать, как шить ключницу вот такую. Очень удобная вещь. Для этого мы возьмем джинс размером 15 на 20, замочек на 18 сантиметров. Я заранее вышила дизайн. Вы можете взять свой дизайн или просто красивую ткань. Приступим. Для начала нам нужно пришить одну сторону замочка. Я наколола, чтобы было удобно. Поставила лапочку для замка и начинаем пришивать. Пришиваем посерединке. Делаем закрепочку. Убираем булавочки и потихонечку пристрачиваем. По удобности пристегиваем замочек. Так останавливаем. Теперь закрываем замочек. Теперь берем подклад. Подклад я взяла из флиса. Можно любую ткань взять, которая не сыпется. Она очень удобна в обработке. Но из практики лучше всего флис. Прикалываем иголочками к замочку. В двух местах можно приколоть. Потом разворачиваем. Замочек немножечко тут застегнем, чтобы он нам не мешал. И убираем обязательно булавочку, чтобы машинку не сломать. И по строчке прокладываем еще одну строчку. Смотрим, чтобы замочек не мешал. Убираем булавочку. Смотрите внимательно, чтобы не сломать машину. Замочек. Лапочку немножко расстегнем, чтобы не мешал. Вот мы пришили. Теперь нам нужно дать отделочную строчку. Для чего? Чтобы ткань не попадала в замок, когда вы будете замочек открывать. Немножечко иголочками накалываем. Проверяем. Даже можно немножечко подправить таким образом. Я поменяю лапочку на простую, чтобы было удобно. И на 0,5 на лапочку можно сделать отделочную строчку. Везде делаю закрепочку. Одна сторона у нас готова. Видите, как ровненько, хорошо. Подклад взяла на 0,5 сантиметров меньше. Для чего? Чтобы подклад внутри не болтался. Теперь начнем пришивать вторую часть замочка. Расстегнули замочек, приложили к краю, опять булавочками накалываем. Меняем лапочку на лапочку для пришива замка.
начинаем пришивать аккуратненько. Делаем закрепочку. Пришиваем подклад. Также прикалываем. Переворачиваем, убираем булавочки и прокладываем строчечку. Аккуратненько убираем булавочки. Выворачиваем лицевую сторону. Смотрим, что у нас получилось. Вот у нас уже красивая ключница получается. Нам нужно с другой стороны дать отделочную строчку. Открываем замочек, меняем лапочку. И прокладываем отделочную строчку. В этом лучше булавочками опять вам помочь. Булавки в нашем деле хорошие помощники. Здесь будет немножко сложно проложить, потому что собачка мешает. Но мы постараемся. Мы теперь выкручиваем вот так вот, чтобы нам удобно было отделочную строчку дать. И начинаем прокладывать на ширину лапочки. Расправляем аккуратненько. Если у вас до конца не получается, ничего страшного. Можно сделать закрепочку, немножко не доходя. Можно с этой стороны немножко застрочить, видите, маленький участочек. Можно не трогать его, это не принципиально. Вывернем, проверим. Так, все замечательно. Так. Теперь складываем ровненько и прокладываем строчечку. Строчечку прокладываем на лапочку. То есть очень аккуратно возле замочка прострачиваем. Прошли. Далее строчечку. Видите? Сейчас мы проверим. Вывернем, что у нас получилось. Проверять обязательно надо, чтобы потом в результате было все красиво. Вот смотрите, у нас все замечательно будет. Выворачиваем наизнаночку. Видите, у нас немножечко
Тут флис вышел, потому что он тянется, ничего страшного. Теперь мы останавливаем на 0,5. Обрезаем излишки. Для обработки вот этого среза я приготовила вот такую полосочку. Эту полосочку я взяла из искусственной замши. Вы можете взять кусочек флиса, можно кожзам взять, такую же ткань, чтобы она не сыпалась. Так ее будет проще обрабатывать. Можно обработать разными способами, но я покажу один из способов. Берем полосочку, уложим ключницу и по этой же строчке даем строчечку. Очень внимательно, где замочек находится, чтобы не сломать иголочку. Смотрите, что у нас получилось с этой стороны. Чистый край, видите? Вот. Теперь смотрим. Так, теперь заворачиваем. И даем еще раз строчечку. Будет красивый обработанный край. Тоже очень внимательно, где находится замочек, чтобы не задеть его. Так как ткань не сыпется, я просто строчку прокладываю по краю. И вот здесь можно будет строчечку дать. Лишнее обрезаем. И одну строчку с этого края. Все, лишнее убрали. Посмотрите, какой аккуратненький у нас получился обработанный срез. Теперь можно вывернуть и посмотреть. Поправим ножничками, потому что толщина. Вот смотрите. У нас очень даже красивенько все получилось. Теперь приступим к обработке второго среза. Нам нужно пришить сюда петельку, на что вешать ключницу. Для этого мы мелом отметим серединку, то есть складываем пополам, намечаем серединку. Эту же меточку можно наметить внутри. Вот смотрите, мы сначала пришьем петельку для ключницы, которая у нас будет висеть. Я взяла, у меня был кусочек кожи шириной сантиметра, как 7 сантиметров в длину и шириной сантиметр. Вы можете готовую тесьму взять, любую другую ткань, которая не сыпется, и сделать петельку. Вот я сворачиваю и пришиваю к серединке. Пришиваю петельку. До конца закрепляю подклад с джинсы. Видите, вот у нас получилась петелька на серединке. Теперь переворачиваем. Теперь нам нужно пришить петельку для кольца, на котором будет держаться ключ. То есть я взяла полосочку искусственной замши, или можно кожи взять, что у вас будет, либо тесьму. Вот, давайте расстояние посмотрим, примерим. Кольцо можно на серединку пришить, можно чуть в сторону, для чего, чтобы не было толщины. Можно 2 петельки сделать, если 2 связки ключей. То есть это на ваше усмотрение.
У меня тут заготовленная петелька, я ее просто прострочила вот здесь вот. И пришьем петельку для ключа. Немножко в сторону. И до конца. Все, петелька у нас пришита. Для кольца петелька для ключницы тоже пришита. Теперь обрабатываем срез. Ложим на лицевую сторону и прикладываем сначала одну сторону. Петельку аккуратненько поправьте, чтобы она у вас в шов не вошла. И чтобы было удобнее, одну сторону пришьем. Закрепочки не делаю, чтобы нужно, чтобы посмотреть, что у нас получается. Выворачиваем, смотрим. Все красивенько получается. Берем теперь вторую часть. Аккуратненько ложим и даем строчечку. Можно сделать закрепочку. Очень аккуратно, где у нас проходит замочек. Не спешите. Давайте проверим, что у нас получилось. Вывернем. Хорошо у нас получается. Давайте обработаем. Проложили строчечку. Убираем лишнюю ткань. Немножечко останавливаем. Берем полосочку. Ложим под низ. И даем строчку. Проверяем. Ну вот, все хорошо получилось. Теперь пришиваем другой срез. Аккуратненько всегда поправляйте вот эту петельку, чтобы она не попала под строчку. И даем сверху строчку. Не забывайте про замочек. Вот у нас обработался срез. Выворачиваем на лицевую сторону. Пробуем ножничком. Здесь можно подправить хорошо. В принципе, наша ключница готова. Но чтобы для удобства было открывать, я на замочке сделаю такой хвостик. Я взяла тоже ткань замшу искусственную. Вы можете взять кожу или искусственную кожу, либо тесьму. Я петельку провожу полосочку, пополам сворачиваю и прокладываю вот здесь вот строчечку.
несколько раз для верности. Обрезаем. Смотрите, можно для красоты можно так оставить, можно немножко вот этот край обрезать, нарезать тут полосочки, уже кому как. Вот и получился такой у нас красивый хвостик. И мы одели колечко, и наша ключница готова. Спасибо за внимание.